Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Прежде чем рассмотреть пример управления по краткосрочному прогнозу, который мы делали в прошлом ролике, нам необходимо разобраться с тем, что является нулевой позицией в золоте. Этот вопрос – обратная сторона вопроса о том, что является деньгами и в чем правильнее считать свой капитал. И, соответственно, как оценивать результаты управления им. Результаты сделаны в ролике «Золото-доллар 3. Часть 1. В чем хранить деньги. Глобальный прогноз на 10-15 лет» от 26 ноября сценарного анализа диктует несколько моделей поведения. Чтобы лучше их понять, вернемся к сделанному в самом первом ролике. Это «Золото-доллар 1. В чем хранить деньги. История» с 1933 года от 28 октября 2021 года. Вернемся к оценке темпов девальвации доллара к золоту в период с 1970 года по настоящее время. Как мы тогда выяснили, это в среднем за год составило около, чуть меньше 8% годовых. Подчеркиваю, в среднем, а не каждый год. Эта оценка сделана по схеме сложного процента. Что это означает с точки зрения эффективности управления своим или корпоративным капиталом? Предположим, например, что весь этот период вы находились в долларе и размещали его со средней за весь этот период доходностью в 5% годовых. Очевидно, что это было и невозможно. То есть вы знаете, какие ставки сейчас по доллару. Значит, по 5% с ежегодной капитализацией процентов. В этом случае ваш доход был бы хуже, чем у того, кто просто находился в золоте и больше ничего не делал. Почти в 3 раза. Здесь 3 восклицательных знака. В 3 раза был бы хуже результат. То есть он будет хуже на 300%. Это означает, что на каждые заработанные $1000 вы недозаработали бы всего 3 тысячи долларов. Это еще 3 восклицательных знака. Еще непонятно, как бы этот ваш доход соотносился бы с инфляцией цен за весь этот период. Внимание! Это не рекомендация бежать покупать золото. Внимательно досмотрите всю эту тему до конца. Не только этот ролик, а еще и несколько последующих. Спокойно, не торопясь совсем, разберемся. Рекомендации мы дадим позже. При выполнении обозначенных ранее в ролике 3.1 сценарных прогнозов нижняя, возможно заниженная оценка темпов среднегодового падения доллара к золоту на горизонте 5-8 лет не ниже 3-3,5% в год. Это по прогнозу в ролике 3.1. Это означает, что если находиться в этот период в активах, доходность которых в долларах несущественно выше, чем 3,5% годовых по схеме сложного процента, то есть существенная вероятность потерь по сравнению со стратегией просто нахождения в золоте на этом горизонте. Подчеркну, это при условии развития сценарных прогнозов, описанных в ролике 3.1. Не забывайте о том, что есть еще критерии увеличения вероятности реализации этих прогнозов. То есть я сейчас не говорю о том, что они железно будут реализованы. То есть у них есть критерии увеличения вероятности реализации. О том, как влияет наш прогноз по золоту на будущую динамику фондовых рынков, валют, облигаций, товаров, мы поговорим дальше в соответствующих тематиках. А пока продолжим. Только что сделанные оценки ставят перед нами вопрос: а как определить активы, которые позволят компенсировать потенциально возможную девальвацию доллара к золоту? Вопрос не праздный и совсем не абстрактный, поскольку он касается нашей собственной финансовой безопасности. А именно такую терминологию нужно использовать, когда речь заходит о 3 восклицательных знаках, которые только что в рассмотренном выше примере были эквивалентны 300% недозаработанной прибыли. Или еще хуже, если это приведет к инфляционным потерям в долларе. Теперь рассмотрим наиболее интересующий всех вопрос: в какой валюте хранить сбережения? Для ответа на него я вернусь
к тем требованиям, к деньгам, которые мы давали раньше, в самом начале этой темы. В предыдущих роликах мы определились примерно так, что наиболее желательно, чтобы деньги сохраняли свою покупательную способность к товарам, служили мерой стоимости, и ими всегда и легко можно было рассчитаться. На самом деле, это определение денег дано еще классиками политэкономии. И поскольку оно достаточно разумно и отвечает нашим требованиям, то справедливо и сейчас. Примерно такими деньги и были, как минимум, последние несколько сотен лет, до 1974 года, пока действовал золотой стандарт. Что произошло в 1974 с отменой обеспечения доллара золотом? Только лишь одно. Эмитент доллара снял с себя обязательство разменивать его на золото по твердому курсу. Все. Больше на Ямальской конференции ничего не было, кроме разборок о том, как удерживать после этого фактического дефолта сложившуюся иерархию финансового старшинства. В 1974 году произошло разделение функций денег между золотом и ставшими с того момента фиатными валютами. Слово «фиатный» означает необеспеченный золотом, базирующийся на вере. Это примерно как в религии. Вера, конечно, штука сильная, но до тех пор, пока газ не вырастет за год в 5-10 раз и не начнет маячить выбор между теплом и едой. Расчетная функция, то есть возможность платить, перешла к валютам и поддерживается законом, то есть государственной силой. А две другие функции – сохранять свою ценность и служить мерой стоимости – остались за золотом. По инерции, силу привычки и грамотного маркетинга, мы, как пользователи фиатных денег, функцию быть мерой стоимости перенесли на валюты, практически автоматически, потому что нам в них платят зарплаты. Но вспоминая динамику падения доллара к золоту и одновременно росту цен нефти, который мы смотрели в первом ролике, вы уже, наверное, интуитивно догадываетесь, что это, мягко говоря, несколько не так. Когда мы будем рассматривать поведение ВВП, индексов и различных активов и товаров, вы увидите, что это совсем не так. В старину было такое мошенничество, как обрезание золотых монет, то есть уменьшение их веса. Это называлось портить деньгу, считалось очень тяжелым преступлением, за которое следовала каторга или смертная казнь через четвертование. Всем хорошо известный Исаак Ньютон на самом деле был физик, был любителем физики. По основной профессии он был казначеем Ее Величества и начальником монетного двора. Именно он придумал для предотвращения обрезания денег наносить на боковую поверхность монет риски. Это существенно стабилизировало денежное обращение в Англии того времени и было своего рода финансовой технологией. Биткоина тогда еще не знали. Первыми фиатными деньгами были медные деньги. Ситуация кардинально изменилась с 17-18 веков, когда Европой в Китае была позаимствована практика использования бумажных денег. Да, бумажные деньги, как порох, компас и пиво, тоже придумал Китай. И было это около 1000 лет назад. Но технология обращения бумажных денег в Китае была совсем иной, нежели та, которую внедрили в Европе. Похожие, как с долларом США в 1974 году, истории происходили уже как минимум 2 раза. То есть такой дефолт по золоту. В 18 веке с французским франком и в начале 20-го с британским фунтом. То есть это когда было снято обязательство разменивать на золото. Точно так же, как и по доллару, по ним было отменено золотое обеспечение, поскольку оно не позволяло вести неограниченную эмиссию для покрытия раздувшихся государственных расходов. Для чего я остановился на этом теоретическом и историческом экскурсе? Для того, чтобы облегчить восприятие дальнейшего. С восприятием следующих далее тезисов иногда возникает сложность. Она чисто психологическая, возникает в силу привычки. Как показывает мой опыт, для того, чтобы воспринять следующие далее тезисы, нужны 2 вещи, которые последовательно возникают друг за другом. Это сначала понимание, а потом убежденность. Опыт этот приобретен на менеджерах и очень крупных компаний, и очень крупных банков. Начну с того, что деньгами, которые удовлетворяют нашим требованиям,
к ним. Как мы выяснили ранее, предположительно является золото. Попрошу не падать со стульев профессиональных экономистов-теоретиков. Это уже было. Получивших образование на базе монетарной теории, сильно абсолютизированной и догматизированной, примерно как марксизм в позднем СССР. Ну, кстати, весь марксизм, как и вся монетарная теория, написаны на основе статистики, которая фактически была выполнена и собрана в условиях золотого стандарта. Наша цель не абстрактная академическая чистота в той или иной терминологии, а конкретный практический результат. Для избавления от идеологической жвачки типа недоходности золота рекомендую апеллирующим мне теоретикам посмотреть будущие ролики, в которых позже будет рассматриваться поведение в золоте американских трежерис или индексов. Подчеркну, что на данном этапе мы рассматриваем золото в качестве денег как предположение, которое необходимо доказать. Я полагаю, что у большинства из вас нет опыта, а может быть нет вообще никакого опыта на фондовом рынке. И скорее всего нет глубоких знаний в экономике и математике. Поэтому я буду избегать строгих и сложных доказательств. И в основном буду опираться на здравый смысл и легко воспринимаемые практические результаты. Но при этом доказательство нашей гипотезы растянется на несколько роликов. А понимание и уверенность будут возникать постепенно, от ролика к ролику. Но может быть это и к лучшему. Постепенно формирующиеся знания более надежны и устойчивы. Тем более, что нам предстоит преодолеть достаточно много стереотипов и вредных для ваших же денег заблуждений. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что мы в первую очередь рассматриваем деньги как инструмент сохранения того, что мы заработали. Здесь самый важный момент – сохранение. Когда мы говорим о сохранении, мы подразумеваем сроки как минимум от 1,5–2 лет. Пока главным аргументом для нас в пользу золота послужило то, что в последние 50 лет доллар падал к нему со средней годовой скоростью не менее 7,8% годовых. Подчеркиваю еще раз, со средней годовой скоростью, а не каждый год. Иногда золото падало, но чаще росло более высокими темпами. Напомню, что золоту из наших свойств, которые мы предъявили к деньгам, оставили только две функции – сохранение стоимости и эквивалента цен. Расчетная функция, а с ней и функция кредита, закреплены законом за фиатными валютами. Обычные валюты нам нужны только для расчетов за конкретные покупки, по кредитам и так далее. То есть мы заботимся о том, чтобы нам было чем рассчитываться по текущим расходам в горизонте полгода-год. В этой первой части ролика я только обозначил проблему нейтральной позиции в золоте. То есть проблему того, что считать деньгами. От этого зависят две очень важных вещи. Что считать инвестициями в золото, а что считать нулевой позицией. Ответ на этот вопрос будет во второй части этого ролика. То есть в ролике 4, часть 2. В нем я покажу ответ на этот вопрос на конкретном практическом примере. Ну, по крайней мере, мы несколько приблизимся к ответу на этот вопрос. Надеюсь, что этот ролик был полезен вам и интересен. Материалы канала и различных его разделов связаны между собой. Поэтому, иногда восприятие более поздних роликов может быть затруднительным, если вы не видели предыдущие. Ключевым разделом для понимания всего материала канала является раздел 1 ГТР. Это первый раздел канала, посвященный глобальным тенденциям рынков. Ролики, находящиеся в этом разделе, ключевые для понимания последующего материала. В них я помимо фактических, графических материалов пытаюсь дать немножко финансово-экономических знаний. Ну, на простом уровне. Все ролики канала из всех разделов в своем названии содержат дату выхода. Очередность появления роликов лежит в общей логике излагаемого мной материала. Наиболее простой вариант идти в этой логике – подписаться на канал. Тогда поступающие оповещения будут вас вести по этой логике, которую я закладываю при изложении того, о чем говорю. Но если вы в первый раз на канале, то я бы рекомендовал вам для более адекватного восприятия и больше пользы для вас же посмотреть сначала предыдущие ролики, хотя бы раздела 1 ГТР. Желаю всем больших успехов и до встречи на нашем канале.